Так, всем привет! У нас сегодня очень интересный выпуск про громкие и самые громкие среднечастотники для громких и самых громких инсталляций. Если вы владелец BMW, если вы любитель штатной акустики, если вы любитель акустики 16,5 сантиметров компонентной, можете не смотреть это видео. Идите посмотрите, как мы устанавливали музыку в BMW моей жене. Идите посмотрите тест с Димой Бекреневым 16,5 сантиметровых динамиков. Только лайк поставьте, что я вам время сэкономил. А остальные отморозки можете смотреть это видео, потому что у нас сегодня знаковое такое событие произошло. У нас выпущены динамики, которых лично я очень давно ждал. И хоть они выглядят как обычные 16,5 сантиметровые круглые стандартное посадочное место с серединки, на самом деле это 410-е, которые эволюционировали из F13. Это следующий шаг. У нас сегодня будет обзор DevBones, вот этих новых серединок. И плюс бонусом мы ознакомимся с новыми динамиками Machete. У Alfarda и у других компаний в последнее время огромное количество новинок 16-сантиметровой динамики. Мы за ними просто не успеваем следить. Но выдающиеся стараемся вам показывать. Эти мачете получились выдающимися, они стоят очень дешево, они играют очень громко и очень качественно. И поэтому сегодня, после того, как мы ознакомимся со среднечастотниками DevBones, мы посмотрим мачете тоже и тоже их послушаем. Мы их послушаем, сравним с MOMA 715, сравним с Уралом, потому что он у нас уже вкручен. Небольшая предыстория, я уже ее рассказывал, когда у нас было сравнение фиолеток, так называемых. Это вот 410-е, ушастые, чистокровные эстрадные динамики, которые являлись и до сих пор являются одними из самых громких серединок в мире. По их образу и подобию была создана та самая Loud Sound F13, тех самых легендарных уже, можно сказать, которых было продано очень много. Они до сих пор стоят в куче тачек, продаются на вторичном рынке, но новых, к сожалению, нет. Может быть, они будут позже, но вот пока не готов вам дать такую информацию, будут или не будут. F13 была следующим шагом после 410-х, потому что получили практически ту же громкость, чуть-чуть лучшее качество, чуть большую надежность в плане катушки. Были косяки небольшие с подводящими, но это решилось во второй партии. И за в 2 раза меньшую цену. И этот успех не могли не повторить компании, у которых доступ есть на китайские заводы, потому что дорожка была уже протоптана, было проведено много экспериментов, этот динамик был выстрадан. И как бы по уже протоптанному пути были созданы Pride Violet, Kicks Tornado и MD Lab с вот этими встроенными сетками, которые снять нельзя. Не все поняли пока, что произошло. У нас появился DevBones, он появился в нормальном стандартном размере, без вот этих вот ушей, которые можно установить в стандартные 16,5 сантиметровые места, но чуть-чуть они больше, ну, практически садятся в те же места. По сути, это 16,5 сантиметровый стандартный динамик. По цене он попал в те же 10 тысяч. Pride и Kick стоят 9200. MD Lab была небольшая ошибка в прошлом видео. Я сказал там, что они дешевле стоят. Они стоят порядка 11 тысяч. DevBones в той же ценовой категории, он стоит 10 тысяч. И на самом деле надо отдать должное компании Alfarda. Они в своем репертуаре, пока конкуренты пытались скопировать копию, они создали новую корзину, новую подвижную систему. Колпак, по-моему, остался от F13, вот этот вот мягенький. И вроде как заявлено, что это самые громкие среднечастотники. То есть они должны быть громче 410-х. Возможно, у нас сегодня случится это событие, да, мы будем отслушивать их. Мы их подслушаем сейчас на наш чудо-микрофон. Дадим заключение. Вам, что будет слышно на микрофон, если честно, не знаю, потому что это очень громкий звук, я запишу его на пониженной чувствительности. Давайте перед тем, как слушать, посмотрим на упаковку, на содержание упаковки и на сами динамики поближе. Так, упаковка гораздо более стильная, это уже давно такой дизайн пошел у альфардовских упаковок. Приятная на ощупь, приятно выглядит. Здесь у нас технические характеристики. Динамики у нас 4-омные, 6,5 дюймов заявленный. Номинал 150 Вт. Чувствительность реальную, смотрите, пишут 96,9 дБ, да? Диаметр звуковой катушки 1,5 дюйма. Бумага, неодим, ткань. Количество упаковки 2 штуки. Ничего необычного у нас на упаковке нет. Здесь мы видим гарантию. Смелые люди, видите, дают гарантию на среднечастотники. Мы видим
инструкцию, как установить 4 Ома, как установить 8 Ом. Очень удобно. Здесь мы видим показано, как желательно обрезать динамик. Да, HPF от 200 до 250 Гц, LPF от 4 до 8. Вот, смотрите эту вещь. Очень часто говорят, я спалил динамик, спрашивают, какой был срез. Они говорят, какой срез. Мы не знаем, что такое срез. Здесь указаны также глубокие технические характеристики. В общем, очень крутая инструкция. Она глянцевая, не бумажная. Очень здорово сделано, понятно и без вот лишних. Нету вот этой кучи макулатуры. Это круто. Это развивается рынок, значит. И все, сами динамики. Больше ничего в комплекте нет. Динамики комплектуются сетками. Сетки металлические. А вот окантовка, по-моему, пластик. Выглядит это отлично. Вот мы видим корзину с таким же покрытием, как была F13. Магнитная система очень похожа. Я даже думаю, что это та же самая магнитная система. Терминалы зажимные, сделаны для вашего удобства. За это тоже компания Альфард огромное спасибо. Подводящие, по-моему, точно такие же, как на F13, вшиты в шайбу. Вот колпак. По-моему, это тот же самый колпак от F13. Ну, я почти в этом уверен. С логотипом DevBonds. Очень красиво нарисованным. Излишков клея на динамике нет. Выглядит он отлично. DevBonds по кругу сделано тиснение. Резинка. Ну, в общем, только приятные впечатления на самом деле. Докопаться особо не к чему. Так, сейчас мы переведем микрофон в пониженную чувствительность и сравним динамики. К тесту добавились Fatal Pro. Не мог обойти вниманием такое огромное количество комментариев, что все хотят Fatal Pro. Это те, которые самые крутые, неодимовые за 17 тысяч. Мы их тоже послушаем. Немного некорректно, наверное, сравнивать. У него большой ход, у него сумасшедшая цена. Ну, к 410 по цене она практически столько же стоит, поэтому, я думаю, справедливо будет включить ее в этот тест. Итак, мы слушаем DevBonds, Kicks, и в лице Кикса вот все клоны 410, да, F13, Violet, MD Lab. Сравниваем их с 410 и подключаем к тесту еще Fatal Pro. Начнем мы с того, что послушаем DevBonds относительно Кикса. Стало ли громче следующее поколение фиолеток, чем клоны 410. Микрофон в пониженную чувствительность. Давай, Денчик, показывай только пальцем DevBonds или Kicks ты включаешь. Сейчас DevBonds с Киксом мы сравниваем. Что первое? Без разницы? Да похуй. Звенит голова. Ох, нихера себе. Прям хорошо. Я прям слышу звук какой-то.
Да, громкость надо постепенно убирать. Блин, мы тут чуть не оглохли. Она громче 410. Кто может поспорить? Я знаю, кто может поспорить. Только братья Харченко из Ставрополя, да, магазин Караудио на Кулакова 29, пацаны, с вас за рекламу бабло. И Витя Моц, который всегда доказывал, что 410 самая громкая. Но Витя Моц теперь работает в компании Альфарт, и его уволят нахуй, если он будет доказывать, что 410 громче. Поэтому у нас появился динамик громче, чем 410. Я, к сожалению, должен признать, что звук у него чуть... он меньшую полосу воспроизводит, это чисто на слух. 410 играет ниже, как бы из этого звук кажется глубже, но DevBones, он именно чистокровный среднечастотник, и вот в этом понимании он среднечастотнее 410, да, он играет громче на середине и на слух это прямо вот ощущается, в ушах, уши начинает закладывать, в ушах звенит, и до сих пор я вот слышу звук, которого на самом деле в этой комнате сейчас нет, что-то звенит у меня в ушах. Денчик, у тебя звенит в ушах? Денчика тоже звенит в ушах. Теперь мы послушаем все динамики по очереди, Денчик попереключает, и Fatal Pro мы вам включим тоже. Так, давай теперь с 410 и назад, понял? Кикс, потом... И заключение. DevBones громче, чем все. Но как играет Fatal Pro, это просто сказка. Сейчас еще послушали их. Я должен признать, что вот самая широкая полоса, прям чистое звучание, они прям вот очень приятные на слух. Они, возможно, чуть-чуть тише 410 и DevBones, но там разница невелика, и они играют очень чисто. И я теперь понимаю, за что эти деньги. Это очень крутой динамик, очень крутая серединка. Ну и не по самой маленькой цене, прямо скажем. DevBones очень порадовал, очень нравится. Нам остается только узнать, горят ли они в повседневных системах, а в этом поможете нам вы. Мы сейчас вливали динамик достаточно. Давай вольем в них, Денчик. Еще? Готовы уши твои? Нет, там 22 было? Ну, да. Давай 35, послушайте, супер срань. Так, микрофон я только обратно подключу. Так, извините за звук, который вы сейчас вынуждены будете услышать. Сделайте потише. Мы сейчас просто вольем в динамики то, что вливать в них не надо, дадим им хода. И это будет срань. Но мы посмотрим, сгорит ли у нас кто-нибудь из них или не сгорит. Ну, по чуть-чуть погоняем, не будем прям целью себе ставить. А давай Fatal не будем палить. Мне прям жалко что-то. Он у нас один, да? Одна параша у нас? Вообще на всю, да. Слышь, у нас кто-то воняет. Кто у нас воняет? Не, ну запах пошел. Может, спалим кого-нибудь? А ну, вливай в кекса. Все. Все? Так, гикс мы спалили. Ну давай DevBones. То же самое.
Динамик работает, и он очень горячий. Очень горячий колпак, и он не сгорел. Не надо только нам потом писать, что мы там что-то подстроили. Я клянусь как бы своей репутацией, что мы сейчас влили во все, но 410-ю Fatal Pro мне жалко. Кикс мы оставили сколько он на минуту, минуты 2 он поиграл и сдох. Гейн на всю на 180.4 и громкость на всю на магнитофоне. Кикс у нас сдох, DevBones у нас очень сильно прогрелся и продолжает играть, хоть с него уже есть запах. Для понимания, туда летит в клипе сейчас ватт 200. Это грязный сигнал, динамик клипует, он греется, с него идет запах. Кикс сильнее вонял, гораздо сильнее вонял. И вот сдох за 2 минуты. DevBones у нас до сих пор не сдох. Я, в принципе, если еще помучаем его, я его спалю. Но мне вот реально уже просто ушам больно. Мы стоим рядом вот с ними. Не знаю, что будет на микрофон записано. Мы стоим с ними рядом. И это нифига не для слабонервных. Это очень громко, когда вот в закрытом помещении рядом со среднечастотником ты слушаешь вот с такого вот усилителя музыку. Так, и теперь коротенький еще тест. Мы ознакомимся с новыми мачете, которые называются MM60 и стоят 2700 рублей. 2700 рублей. На 1000 дешевле, чем МОМА 715 и примерно в той же ценовой категории, где Урал. Мы сравним Урал, МОМА и мачете. Давай послушаем. Раз. Так, начнем с того, что сравним мачете и Урал. Давай, Денчик, Урал и мачете только включай. Перемотай только песню. Так, мачете относительно Урала это S у нас серия. Мачете по громкости примерно одно и то же, но мачете выше забирается, из-за этого кажется, что чище звучит, звук приятнее, мне понравился больше на мачете. Кто из них громче, не знаю, мне микрофоны сегодня не стали вешать, там RTA-метры по децибелам смотреть, на слух примерно играют одинаково. Сейчас сравним с МОМА. Так, и подытожим. Стремительно ворвался DevBones, и он громче 410. Может, в других стендах с другими усилками у кого-то получится что-то другое, но я могу точно сказать, что он не тише. Это уровень 410, он очень громкий. У него чуть более ограниченный частотный диапазон, то есть он больше середина, он на середине громче. И где-то вот где 410 продолжает играть, там 500 Гц, не знаю, 400, он там затухает. То есть, чудес не бывает, она действительно 410 самая громкая, и вот, чтобы превзойти ее по громкости, видимо, пожертвовали нижним диапазоном. По Fatal Pro очень приятно удивили, очень крутой звук. Прям вот такой породистый звук, я, если честно, вот первый раз услышал, что-то похожее BNC 38, очень крутой, приятный, чистый, громкий звук. Кикс, когда мы влили, сейчас нагрубили, с ним произошло, скорее всего, то, что произошло бы и с F13, и с Sprite Violet, и с MD Lab. Я другого не ожидал, но я удивился, что DevBones на вот этой мощности не сдох. И это очень круто, потому что мы влили сумасшедший клип, и Кикс достаточно долго даже для этого продержался. Это огромная мощность. Это 4-канальника B-класса, и он дает 150-200 Вт, но в клипе там может быть до 200 он дает, но я думаю, где-то 200 у нас и полетело в динамик грязнейшего сигнала. Кикс здесь сделал, в принципе, то, что он и должен был сделать, а DevBones удивил. И по мачете, по новому заключение,
Он примерно по громкости соответствует Уралу. Урал не хуже по громкости. Звучит чуть чище. Чуть уступает в панче Мома. Мома играет пониже, получше панчит. Ну, это вот то, что мы услышали в стенде. Но Мачете гораздо выше, чем все они играют. Это на слух играет такую роль, что вы слышите более чистый звук, более приятный. Если вы в стенде вот послушаете тот и тот динамик, вы сделаете выбор в любом случае в пользу Мачете. Это не значит, что в готовой аудиосистеме она будет лучше Мома. Компоновка может быть разная, могут быть разные жанры, настройки. Где-то Мома может вписаться лучше. Он чуть ниже забирается, чуть-чуть ровнее возможно. Мачете очень громкий и очень чистенький. Тем более они стоят дешевле на 1000, чем Мома, и дешевле на 800 рублей, чем Урал. Урал сколько? 3500, да, стоит? 3500, эти 2700. Можно из-за цены только сделать в их пользу выбор. Я очень надеюсь, что тест вам понравился. Еще больше я надеюсь, что у меня за сегодняшний вечер хоть какие-то звуки записались, потому что есть опасения, что записалась полная срань. Извините, если так получилось. Но вот такой среднечастотный звук в пределе на микрофон. У нас хоть и очень крутой микрофон в плане записи громкого звука, но я не уверен, что он это записал, потому что даже уши в защиту уходят. Я надеюсь, тест был интересный и полезный. Хоть спалили что-то в кои-то веки. Слышь, у нас кто-то воняет. Кто у нас воняет? Бля, Денчик сразу поехал с той стороны нюхать. Денчик, баланс направо переведен, они не работают, блядь. Да.